Идеальный клубничный соус без консервации, что позволяет минимизировать количество сахара. Его всегда можно достать из холодильника и подать с панкейками на завтрак, дополнить любимое мороженое или просто полить кусочек хлеба с маслом. У меня был небольшой ящик с клубникой, я ее перебрала и рассортировала. Помятую клубнику, которую вот-вот нужно уже когда-то использовать, либо же она испортится, я использовала для этого соуса. Конечно же, можно готовить соус из клубники без повреждений, в идеальном состоянии. Клубнику нужно хорошенько помыть, обрезать хвостики, все возможные вмятины, повреждения, если есть, одним словом, все лишнее, а потом нарезать на четвертинки. После нарезания клубники я ее взвесила на весах, у меня вышло 1,5 килограмма ягоды. Сейчас я откладываю немного клубники, и чуть позже вы увидите, для чего я это делаю. Обычно, когда готовят какую-либо консервацию, добавляют сахар 1 к 1, или даже больше, но в этом варианте консервации не будет. И поэтому я добавляю в этот соус сахара в 2 раза меньше. На 1,5 килограмма ягоды я взяла 750 грамм сахара. Такой соус идеально хранится в холодильнике. Также понадобится сок половины лимона. Добавляю сок к ягоде и все хорошенько перемешиваю. После этого ставлю на плиту на средний огонь. Нужно довести всю массу до кипения. Ну а пока клубника на плите, я рассказываю, для чего я откладывала клубнику. В этом соусе есть еще один очень-очень важный ингредиент – это мята. У меня тут горсть мяты, одни листочки. Нужно взять эту клубнику с мятой и измельчить блендером. Мне очень нравится измельчать именно в таком блендере для максимальной однородности. А потом в нужный момент я добавляю эту клубнику с мятой в соус. Идеальная однородность – то, что нужно. Когда соус закипел, я его еще провариваю на среднем огне где-то 5-7 минут. После этого измельчаю всю клубнику погружным блендером. Чем лучше у вас блендер, тем быстрее вам удастся все измельчить. У меня этот процесс занял около минуты. Теперь добавляю измельченную клубнику с мятой, все перемешиваю и на медленном огне томлю соус до загустения, периодически помешивая. Процесс загустения соуса занимает где-то от 40 минут до часа. Это приблизительное время, вы уже ориентируйтесь по ситуации. Проведя пальцем по ложке, на ней должен остаться след. Это значит, что соус готов. Хранить соус нужно в стеклянных емкостях, я использую небольшие баночки. Предварительно их нужно хорошо помыть и по желанию стерилизовать. Я просто обдала их кипятком. Обязательно даю соусу охладиться до комнатной температуры. Крышками не закрываю. Во избежание попадания в соус бытовой пыли либо же насекомых я просто накрываю баночки листом пергамента. Когда соус остынет, закрываю крышками и храню его в холодильнике. Этот соус я просто обожаю. У него настолько свежий вкус и аромат, словами не передать. Его нужно попробовать. Также я очень люблю добавлять этот соус к мороженому. Я миксую его со свежей ягодой как дополнение. А еще очень классно намазать вкусный кусочек хлеба сливочным маслом, а сверху полить этим клубнично-мятным соусом. Это просто восторг. Если вам понравился этот рецепт, сохраняйте его в закладке, чтобы не потерять. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал.